Приветствую всех на моем канале Toys Craft Studio. Меня зовут Ирина. И сегодня я хочу с вами связать вот такие чудесные маленькие носочки для маленьких деток. Вяжутся они очень быстро, просто. Они красивые, веселые, приятные, хорошо лежат на ножке. И связать их можно разных размеров. Эти носочки я связала на возраст примерно полгода. Длина стопы 9 сантиметров. Но их можно вязать самые разные, для совсем маленьких и для побольше. И в конце этого ролика я вам расскажу, как связать такие же носочки других размеров. Оставайтесь со мной, и мы свяжем такие чудесные маленькие носочки. Для этих носочков я использовала пряжу длиной примерно 240 метров в 100 граммах. У меня это акрилик и крючок 3 миллиметра. Можно использовать любые остаточки пряжи, какие у вас есть, и связать такие яркие веселые носочки. Итак, начинаем. Начинаем вязать с белой нити, вот с этого места. И для этого мы делаем кольцо амигуруми. Для начинающих я покажу, как его сделать. Берем конец ниточки, зажимаем между двумя пальцами, обкручиваем рабочую нить вокруг пальца, придерживаем ее, заводим крючок под нить и вытаскиваем рабочую нить. На крючке у нас одна петля. И делаем одну воздушную петлю. Вот мы получили кольцо амигуруми. И в него мы будем сейчас вязать 12 столбиков с накидом. Но для подъема вместо первого столбика мы свяжем 3 воздушные петли. Одну мы уже связали, вторая и третья. И теперь в это кольцо мы свяжем 11 столбиков с накидом. Первый столбик у нас был из воздушных петель, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, нужно немножко подтянуть нить, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Затягиваем короткий конец нити, чтобы не осталось дырочки, и присоединяемся к третьей воздушной петле, которую мы сделали сначала. Делаем соединительный столбик. Закончили первый ряд. Теперь мы будем вязать второй ряд и заодно ввязывать вот эту ниточку, прятать ее короткую. Для второго ряда мы должны сделать 3 петли подъема. Раз, два, 3. И в это же место, откуда выходят эти петли, мы сделаем столбик с накидом. Получается, что
вместо одного столбика с накидом, который у нас был, мы сделали 2, то есть сделали прибавку. И так мы должны будем вязать до конца ряда. В каждую петлю 2 столбика с накидом, то есть одну прибавку. Столбик и туда же прибавка. Столбик и туда же еще один, получается прибавка. Так мы вяжем до конца ряда. В итоге у нас получится 24 столбика с накидом. Довязали до конца ряда. Короткий кончик нити можно обрезать. Мы его ввязали в процессе. И теперь присоединяемся к 3-й воздушной петле из 3 воздушных петель, которые мы сделали в начале соединительным столбиком. Связали 2-й ряд. Белым цветом вязать мы сейчас закончили, поэтому мы завершаем вязание 1 воздушной петлей, вытягиваем ниточку и обрезаем, затягиваем. Теперь продолжаем вязать другим цветом. У меня это голубой. Вы можете вязать каким вы хотите. И сейчас мы присоединяем нить основного цвета. Я присоединяю сразу после этого места, где закончила. Обычным способом берем ниточку, протягиваем петлю и делаем воздушную петлю. Подтягиваем немножко ниточку. И эти 2 ниточки мы тоже сейчас будем прятать в процессе вязания. Итак, с 3-го ряда по 7-й мы будем вязать следующим образом. 2 воздушные петли подъема. Одну мы уже связали. Делаем еще одну. Это вместо 1-го столбика с накидом. И далее еще 23 столбика с накидом, то есть в каждую петлю предыдущего ряда мы будем вязать столбик с накидом. И в конце ряда также присоединяться соединительным столбиком ко 2-й вот этой воздушной петли. Итак, с 3 по 7 ряд мы должны провязать по 24 столбика с накидом. И заодно в этом ряду мы прячем эти ниточки 2. Я обычно обрезаю эти ниточки, которые я прячу после 3-5 петель, чтобы они не мешались в процессе вязания. Они уже никуда не денутся. И так продолжаем вязать 3, 4, 5, 6, 7 ряды. Итак, провязали 7 рядов. Голубой нитью мы пока закончили вязание, но нить мы не обрезаем, она нам пригодится дальше, поэтому мы делаем 1 воздушную петлю и ее подлиннее вытаскиваем, просто чтобы вязание не распустилось. Дальше будем вязать пяточку. Для пяточки берем белую нить и присоединяемся где-нибудь 1, 2 к 3 петле. Вытягиваем белую нить, делаем воздушную петлю, подтягиваем немножко. И теперь
будем делать пяточку. В то же место, в которое мы сделали эту воздушную петлю, мы свяжем столбик без накида. И еще мы должны связать 11 столбиков без накида, то есть всего 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Один ряд пяточки мы связали. Теперь поворачиваем вязание и второй, третий, четвертый и пятый ряд мы будем вязать одинаково. Одну воздушную петлю и начиная с первой петли, вот этой, мы вяжем 12 столбиков без накида. Каждую петлю по одному столбику без накида. Это мы вяжем второй ряд. Еще точно так же по 12 столбиков без накида надо будет связать третий, четвертый и пятый ряд пяточки. Провязали 5 рядов пяточки. И здесь можно закрепить нить, связав одну воздушную петлю и обрезать. Но я обрезать не буду. Я делаю следующим образом. Я просто вытаскиваю эту нить подлиннее, чтобы прошел клубок. И вот в эту большую петлю я этот клубочек протаскиваю и закрепляю таким, получается, узелком. Затягиваем просто эту нить. Все. И будем вязать дальше. Дальше поворачиваем вязание и продолжаем вязать пяточку. Чтобы ее продолжить, нам надо разделить ее на 3 части. Вот ту ниточку, которую мы, кстати, ввязывали, конец нити, ее тоже надо обрезать, чтобы она не мешалась. Делим эти 12 петель пяточки, которые мы связали, на 3 части. У нас получается по 4 петли. И нам нужно перейти к средней части, то есть пропустить 4 петли. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок в пятую петлю. И эту же ниточку, которую мы оставили от клубка, мы ее протягиваем в эту петлю. А эту делаем так, чтобы она была у нас свободна. Потом мы ее спрячем в вязание. Делаем одну воздушную петлю. И в то же самое место делаем столбик без накида. Нам надо связать 4 столбика без накида по одной петле в 4 петли вот этой средней части. 1, 2, 3, 4. Это мы провязали среднюю часть пяточки. Теперь по боковой части мы должны сделать одну убавку. Делаем ее следующим образом. Вводим крючок в следующую петлю, в
первую из 4 боковой части, вытаскиваем ниточку, не провязываем ее, вводим крючок в следующую петлю, вытаскиваем нить, не провязываем ее и нить протягиваем через эти 3 петли. У нас получилась убавка. Поворачиваем вязание. И сейчас воздушную петлю подъема мы здесь не делаем. Первую петлю мы оставляем, потому что тут у нас уже провязана петля. И начиная со 2 петли мы делаем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Это было по средней части, и точно так же по боковой части мы должны сделать убавку, заодно спрятать вот эту ниточку, которую мы оставили. Вводим крючок в первую петлю, вытягиваем нить, вводим во вторую, вытягиваем нить, на крючке 3 петли, мы их сразу провязываем вместе. Сделали вторую убавку. Поворачиваем вязание. Точно так же воздушную петлю не делаем, а начинаем вязать со 2 петли. Первая, вторая. Делаем также 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И снова мы должны сделать убавку, но уже в 3-ю и 4-ю петлю боковушки. Вытаскиваем нить через 3-ю петлю, вытаскиваем через 4-ю и провязываем их вместе. Поворачиваем вязание. Точно так же со 2 петли делаем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И делаем последнюю убавку в 3-ю и 4-ю петлю. Вытаскиваем нить из 3-й петли, вытаскиваем из 4-й и провязываем их вместе. Все, пяточку мы связали. Теперь делаем воздушную петлю, вытягиваем, обрезаем, подтягиваем. Пяточку мы закончили. Теперь мы возвращаемся к голубому цвету, или каким вы вяжете основную часть носочка. Там, где мы вязали 1 воздушную петлю, делаем еще 1 воздушную петлю подъема, то есть у нас будет уже 2 вместо первого столбика с накидом. Дальше делаем еще 1 столбик с накидом. У нас осталась здесь 1 синяя петля. В этот уголочек мы должны сделать убавку из 3 столбиков с накидом. Как мы это делаем? Делаем накид, вводим крючок в первую голубую петлю, вытягиваем нить, провязываем 2 петли на крючке, не довязываем этот столбик с накидом. Снова делаем накид, вводим крючок под вот эту белую петлю первую, снова провязываем 2 петли, не довязываем этот столбик с накидом, у нас на крючке уже 3 петли, делаем накид, вводим крючок в первый ряд белый, провязываем 2 петли, опять-таки не довязываем столбик с накидом, и сейчас мы провяжем все эти 4 петли на крючке за 1 раз. Получилось, что мы сделали убавку из 3 столбиков с накидом. Дальше мы должны провязать 4 столбика с накидом здесь по боковой части. Вот мы их провязываем.
1, 2, 3, 4. Пришли к средней части пяточки, провяжем по ней 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И теперь по боковой части пяточки снова 4 столбика с накидом, заодно спрячем вот этот белый хвостик. 1, 2, 3, 4. И теперь опять вот в этот уголок мы должны сделать убавку из 3 столбиков с накидом. Белую ниточку здесь можно отрезать. И снова делаем накид, вводим крючок в первый ряд белый, провязываем 2 петли на крючке, не довязываем, делаем накид, вводим крючок под первый белый ряд в уголке, провязываем 2 петли на крючке, столбик с накидом не довязываем, у нас уже 3 петли на крючке, делаем накид и вводим крючок в первую голубую петлю, провязываем 2 петли на крючке, получилось у нас 4 петли на крючке, и мы их провязываем за один раз, сделали убавку из 3 столбиков с накидом. И дальше мы провязываем столбик с накидом в каждую из оставшихся голубых петель. Всего у нас должно получиться 24 петли, так же как было вот в передней части носка. Пришли к концу ряда, проверьте, что у вас 24 петли, и если это так, то присоединяемся соединительным столбиком ко второй воздушной петле в начале ряда. Если у вас получится, например, 25 петель, то присоединитесь не ко второй воздушной петле, а к воздушной петле над первым столбиком, таким образом, чтобы у вас получилось в итоге 24 столбика с накидом. У меня их 24, поэтому я присоединяюсь ко второй воздушной петле. Самую сложную часть носочка мы связали, дальше уже будет совсем просто. Сейчас мы должны связать 3 ряда столбиками с накидом в каждую петлю, то есть по 24 столбика с накидом в каждом ряду. 3 ряда. Делаем 2 воздушные петли подъема. Это у нас будет первый столбик с накидом. И дальше вяжем в каждую петлю столбики с накидом. Итак, провяжите еще 3 ряда.
Провязали еще 3 ряда, всего у нас получилось 4, 1, 2, 3, 4. И заканчиваем вязание основным цветом, делаем воздушную петлю, вытягиваем ее и обрезаем. И осталось нам только связать белую резиночку для носочка. Для белой резиночки мы присоединяем белую нить в любом месте. Я присоединяю сразу после того места, где я закончила вязать. Делаем воздушную петлю одну, подтягиваем нить и воздушную петлю вторую вместо первого столбика с накидом. Эти 2 ниточки мы будем прятать в процессе вязания в этом ряду. И сейчас мы провяжем первый ряд белым цветом, столбики без накидов. 24 столбика без накидов, в каждую петлю 1 столбик. Один мы связали и вяжем еще 24 столбика с накидом. И прячем вот эти 2 ниточки сразу. Так продолжаем вязать до конца ряда. Закончили белый ряд столбиков без накида. И сейчас мы свяжем 2 ряда резинки. Резинки мы вяжем рельефными столбиками. Делаем 2 воздушные петли подъема, накид и крючок вводим не в петлю, как мы обычно вязали сверху столбика, а под столбик, под сам столбик. 1 столбик мы вводим петлю с лица и выходим с лица, то есть спереди, протягиваем нить, вяжем как обычно столбик с накидом. Снова делаем накид, 2 столбик, мы заходим сзади за следующий столбик и выходим тоже сзади. И протягиваем нить, вяжем столбик с накидом. Итак, мы чередуем накид, заходим спереди под столбик, вяжем столбик с накидом. Делаем накид, заходим сзади под столбик, вытягиваем нить и вяжем столбик. И так вяжем до конца ряда. Закончили ряд соединительным столбиком во 2-ю воздушную петлю и провяжем еще 1 такой ряд рельефными столбиками. Делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и здесь уже нам хорошо видно, какой столбик спереди, какой сзади. Вот этот видим, что он спереди, мы под него заходим спереди и вяжем столбик с накидом. Накид, следующий столбик, видно, что он сзади, мы заходим сзади и столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда и в конце делаем так же, как всегда, соединительный столбик во 2-ю воздушную петлю. Вот мы довязали 2-й ряд резинки, ниточку затянули, спрятали вовнутрь. И получились у нас такие красивые носочки. Теперь, что касается размеров носочков. Этот носочек, как я уже говорила, получился на возраст примерно до полугода. У него стопа 9 сантиметров. Из пряжи примерно 240 метров 100 грамм, крючок номер 3. Если вы хотите связать носочки меньшего размера, для совсем новорожденных, от 0 до 3 месяцев, то нужно взять пряжу тоньше, примерно 300 метров в 100 граммах, и крючок 2 или 2,5, в зависимости от того, как вы вяжете. Туго или не туго, или свободно. Если вы хотите связать носочки еще большего размера, чем на 6 месяцев, на 6,9, 9,12, то берете, соответственно, пряжу еще толще, метров 200 в 100 граммах, крючок 4. Либо вы можете вот эту переднюю часть удлинить. То есть тут мы вязали 5 рядов синим цветом,
Вы можете связать 6 или 7, померив на ножку ребенка или приложив к носочку того размера, которого вы хотите связать. И если это для еще больших деток, то тогда удлиняете и верхнюю часть, делаете их повыше. Не 4 ряда здесь синего, а 5, 6, 7, как вы хотите. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Мы еще свяжем много красивых вещей вместе. Всем удачи, всего доброго!